Gilded Age – позолоченная эпоха. Так называл Марк Твен десятилетие экономического подъема между гражданской войной и началом нового века в США. Он знал, что говорил. Этот период не был золотым веком, только позолоченным. Его блеск и преуспеяние были тончайшим слоем сусального золота, прикрывавшим нищету, трагедии и коррупцию. Люди наживали огромные состояния и разорялись на следующий день. Нефтяные и железнодорожные миллионеры строили великолепные особняки и выдавали дочек за настоящих английских лордов. При этом миллионы новых эмигрантов и бывших черных рабов жили в ужасающей нищете в стремительно разрастающихся трущобах миллионных городов. К концу XIX века доход на душу населения и объем промышленной продукции в США стали самыми высокими в мире. Блеск высшего общества Америки, демократично принимавшего в свои ряды всех, у кого были деньги, чем бы они ни пахли, затмил пошарпанный блеск старушки Европы. И посреди этого великолепия жила она, ведьма с Уолл-стрит. Хетти Грин, старая карга, сидящая на мешках со своими миллионами. Величайшая скряга в истории, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса. Самая непонятая женщина века. Генриетта Хетти Хауленд Робинсон родилась в 1834 году в Нью-Бедфорде, это штат Массачусетс, в самой влиятельной китобойной семье города. В середине века, когда китобойный промысел вошел в свой пик, ее родной Нью-Бедфорд становится самым богатым городом в мире, если считать доход по головам. Откуда бралось их богатство? В XIX веке китовый жир был незаменимым материалом. Из него делали смазочные вещества для машин, варили мыло, использовали в кожевенной промышленности. И им наполняли лампы и светильники. А китовый ус шел не только на корсеты. Это была фактически замена несуществовавшей еще пластмассы. Из него делали гребни, щетки, ручки, зонтики. Его щетиной набивали мягкую мебель и матрасы. Хозяева китобойных судов наживали большие состояния. А отец Хетти владел целым китобойным флотом. Как и все старожилы Нью-Бедфорда, Робинсоны были квакерами, членами религиозного общества друзей. Я уже неоднократно упоминала о квакерах в разных контекстах. Не хочу воспользоваться случаем поговорить о них поподробнее, потому что это очень важно для понимания психологии нашей героини. Квакеры появились в Англии в XVII веке. Они были, так сказать, радикальными христианами, очень принципиальными людьми. Вы знаете, как пуритане хотели очистить английскую церковь от развращающего влияния современности и от католицизма, вернуться к простому первозданному христианству. И за это их преследовали, им пришлось сбежать в Америку. Так вот, квакеры были пуританами среди пуритан. Они верили, что каждый человек носит свет Всевышнего внутри себя, и людям не нужны священники, чтобы общаться с Богом. Они верили в равенство всех людей – черных и белых, христиан и язычников, мужчин и женщин. Они все называли друг друга на «ты», отказывались воевать, никогда не клялись, потому что всегда говорили только правду, не пили вина и носили самую простую одежду. Они боролись против рабства, против неравенства женщин, против всех форм социального угнетения и старались каждым поступком в каждый момент жизни прославлять свет Господа, носимый в душе. За это пуритане попытались вышвырнуть их из колонии Массачусетс, и 3 квакеров повесили в Бостоне. Квакеры мигрировали дальше на север и осели по преимуществу в Пенсильвании, в Нью-Джерси и в Род-Айленде. Но Нью-Бедфорд, старый город в Массачусетсе, оставался сильным оплотом квакерства до самого XX века. Там жили очень богатые квакерские семьи, и они поддерживали своих единоверцев. Вообще квакеры умудрились уникально совместить свои строгие христианские принципы с успешным накоплением богатства.
И вы, возможно, слышали об этом и в контексте православных сект, что некоторые очень принципиальные, отколовшиеся от православия общины, взрастили в своих рядах самых богатых людей в дореволюционной России. То же самое. Будучи чрезвычайно трудолюбивыми, очень честными и поддерживающими друг друга, квакеры богатели всей общиной. Никто не пытался подсидеть другого, все готовы были помочь соседу, работали не покладая рук. И благодаря этому квакеры во многих местах добивались впечатляющих экономических успехов. При этом даже очень богатые квакеры продолжали вести скромную жизнь, тратили много денег на благотворительность и в целом расходовали свои капиталы согласно своим представлениям о своих христианских обязанностях. Именно это произошло в городе Нью-Бедфорд. Хетти с рождения знала не только то, что у ее отца много денег, но и то, что рождение девчонкой не делало ее человеком второго сорта. Женщины-квакерши имели те же права, а вместе с ними и те же обязанности, что и мужчины. И Хетти верила, что деньги не ставят вас над толпой. Они дают вам некоторую безопасность и определенный комфорт, но не освобождают от труда и добавляют ответственности. В возрасте 2 лет Хетти отправили жить к дедушке по матери, Гидеону Хауленду. И там ее жизнь не была типичной жизнью богатой барышни. Когда Хетти немного подросла, она начала читать слепнущему деду котировки акций и коммерческие отчеты и складывала карманные деньги, которые ей выдавались, в свой личный счет в банке. Когда после смерти деда отец Хетти стал главой китобойной фирмы, она начала фактически работать в семейном бизнесе в возрасте 13 лет. Она училась вести бухгалтерские книги и постигала принципы торговли. Она постоянно сопровождала своего отца в конторах и на складах, у торговцев и биржевых маклеров. Вечером она читала ему финансовые новости из газет. Отец поощрял ее интерес и привил ей все коренные квакерские принципы: ценность труда и накопление капитала, ответственность и здравый смысл, сдержанность и скромность в потреблении и заслуженную уверенность в себе. Кстати, это не означало, что Хетти не ходила в школу. Все эти обязанности были на ней поверх школы и уроков. Она активно не принимала тогдашних, да и немного изменившихся с тех пор, ожиданий по отношению к юным девушкам. Хетти мало заботилась о своем внешнем виде, предпочитала одеваться в старую одежду, не любила балы и вечеринки и не интересовалась кавалерами. Это несколько беспокоило ее мать, потому что принципы принципами, но девушка чувствовала себя в доках и пароходных конторах уютнее, чем в гостиных. Непонятно было, как мы будем выдавать ее замуж. Когда Хетти уже исполнилось 20 лет, ее отправили в Нью-Йорк искать мужа. Там Хетти жила со своими кузенами, нормальными, богатыми людьми. Она нарядилась по последней моде, начала делать визиты и ходить на балы. Но там, вместо того, чтобы кокетничать и строить глазки, Хетти постоянно пыталась присоседиться к группам беседующих джентльменов и подслушать, как те обсуждают последние новости Уолл-стрит. В конце концов она соскучилась и вернулась в Нью-Бедфорд без единого предложения руки и сердца. Родственницы женского пола были в гневе и отчаянии, а ее отец не смог сдержать восторга, когда узнал, что дочка потратила на наряды только $200 из выданных ей перед отъездом 1200, вложив остальную часть в прибыльные ценные бумаги. Так Хетти начала строить свое состояние. Через несколько лет отец Хетти оставил китобойный бизнес и переехал в Нью-Йорк. Его уход был очень своевременным, потому что стремительный рост популярности продуктов нефти практически устранил спрос на китовый жир, а сталь начала заменять китовый ус в корсетах. Эдвард Робинсон благоразумно переключился на новый товар, заменивший ворвань – керосин. Хетти провела следующие 6 лет, курсируя между Нью-Йорком и Нью-Бедфордом, помогая отцу с его новым бизнесом и усваивая принципы инвестирования.
В Нью-Йорке Хэтти познакомилась со своим будущим мужем, Эдвардом Генри Грином из Вермонта. К 44 годам Эдвард уже сам был миллионером. Отец Хэтти был совершенно не против этого брака, но он поставил четкое условие, что Эдвард Грин никогда не получит деньги Хэтти в свое распоряжение. Ни Эдвард Грин, ни кто другой. Приданое и наследство Хэтти всегда будет принадлежать только ей. В завещании ее отца говорилось, что наследство, отходящее дочери, должно быть свободно от долгов, контроля или вмешательства любого мужа. В мае 1865 года Хэтти и Эдвард объявили о своей помолвке. Но вскоре после этого скончались отец Хэтти и ее тетя Сильвия. Хотя Хэтти была наследницей обоих, большая часть активов была передана в доверительное управление, в траст. То есть Хэтти получала только доход с этих денег, но она не могла распоряжаться самим капиталом, который был инвестирован за нее. Из суммарного состояния в около 7 миллионов Хэтти могла распоряжаться свободно только каким-то жалким миллионом. Она была крайне разозлена. Хэтти считала, что если бы ей позволили, она бы инвестировала свои деньги более эффективно, чем ее попечители. Хэтти была особенно возмущена поведением тети Сильвии, которая внезапно перед смертью переписала завещание и оставила большую часть своего состояния своему лечащему врачу. Хэтти возбудила против него затяжное судебное дело, но проиграла. Утомленные судебными исками, Хэтти с мужем вскоре после свадьбы переезжают в Лондон в 1867 году и останутся там на целых 6 лет. Двое их детей, Нед и Сильвия, родились в Лондоне. Там же Хэтти начала превращаться в акулу бизнеса. Что отличало Хэтти всю жизнь от ее современников-миллионеров, так это полнейший иммунитет к моде, трендам, шику и блеску. Она придерживалась так называемой противоположной инвестиционной стратегии, противоположной тому, что делает большинство. Она никогда не покупала горячие модные акции, не вкладывала деньги в эффектные шумные проекты. Как она сама говорила, я покупаю ценные бумаги, когда цены на них низки, и они никому не нужны. Я держу их до тех пор, пока они не поднимутся в цене, и люди не начнут отрывать их у меня с руками. И в этом был весь секрет ее успеха. Она начала вкладывать деньги в акции железных дорог и в ипотечные облигации. Это такой вид ценных бумаг, когда вы покупаете часть долга по чьей-то ипотеке. Представьте, что много людей берут ипотеки, чтобы купить дома. Банк собирает эти ипотеки в одну большую кучу и продает инвесторам кусочки этого долга. Когда люди платят по своим ипотекам каждый месяц, эти платежи распределяются среди инвесторов. И Хэтти всегда находила такие ценные бумаги, которые были по какой-то причине дешевы. Потом она складывала их в тумбочку, дожидалась, когда они поднимутся в цене, и продавала втридорога. Ну, конечно, это было не так просто, как это звучит. Она очень тщательно изучала перспективы каждой инвестиции. «Никогда не заключайте сделку сразу, подумайте до следующего утра», – советовала она. Каждый раз перед заключением финансовой сделки она вникала во все обстоятельства, собирала и анализировала массу информации. И когда деловые партнеры приходили к ней, к примеру, взять кредит, она зачастую знала, сколько они попросят еще до того, как они раскрывали рот. Во времена, когда все вокруг спекулировали акциями, купленными на кредиты, Хэтти никогда не брала в долг и не тратила больше того, что имела. Она давала в долг. Она верила в силу сложных процентов. Когда дивиденды не изымаются, а присоединяются к капиталу, она давала своим деньгам спокойно и медленно расти, не гоняясь за быстрым успехом. Ее годовая прибыль за первый год в Лондоне составила $1 миллион с четвертью. А максимальный доход, который она когда-либо зарабатывала за день, составлял 200 тысяч в день. Теми деньгами.
Хетти с семьей вернулись в Соединенные Штаты в октябре 1873 года, после того, как ее муж, как многие тогда, понес потери на бирже. В отличие от жены, он был типичным дельцом своего времени и периодически рисковал, вкладываясь в предприятия, обещавшие запредельную прибыль, если повезет. Ему периодически не везло, и Хетти не раз приходилось его выручать. В 1885 году выяснилось, что у Эдварда был долг в размере $700 тысяч банку, в котором деньги Хетти составляли четверть активов. Она попыталась забрать свои вклады, но банк заявил, что им дела нет, что ее состояние отделено от мужа, и ее вклад будет под арестом, пока его долг не будет выплачен. Хетти была в ярости, и в конце концов ей пришлось погасить долг Эдварда, после чего она изъяла все свои деньги из банка и физически перевезла их в другой банк на 2 телегах. В одну ее деньги и облигации не вошли. Она никогда не простила Эдварда за это унижение. Они оставались формально женатыми до самой смерти, но их пути навсегда расходятся. Несмотря на стремительно растущее богатство и авторитет в финансовых кругах, Хетти Грин не считала необходимым тратиться на аренду отдельного офиса или покупать себе особняк на Манхэттене, как другие люди ее положения. Она прекрасно управлялась делами за столом в уголке своего излюбленного банка и жила на съемных квартирах, в пансионах и недорогих гостиницах. К этому времени она была известна как королева Уолл-стрит. Она говорила: «Я считаю, что долг каждой женщины – научиться заниматься своими финансовыми делами. Девочку надо воспитывать так, чтобы она могла зарабатывать себе на жизнь. Будь она богатой или бедной, молодая женщина должна знать, как работает банковский счет, понимать структуру ипотечных кредитов и облигаций, а также знать величину процентов и то, как они накапливаются». Когда в 1907 году в стране разразился тяжелейший финансовый кризис, спровоцированный безудержными спекуляциями на финансовом рынке, Хетти оказалась одной из немногих, кого не коснулся экономический обвал. Более того, она еще за 3 года до этого предвидела развитие этой ситуации и предупреждала всех, что вся эта горячка добром не кончится. Она стала единственной женщиной, приглашенной на историческую встречу между Джей Пи Морганом и руководителями банков в разгар кризиса, когда Морган призвал их раскошелиться и спасти экономику от полного краха. Я уже рассказывала об этом довольно подробно 2 года назад в истории о Титанике. Так вот, Хетти Грин была одной из тех, кто предоставил значительные суммы денег в виде низкопроцентных займов, спасших тогда экономику страны от коллапса. Она лично выписала чек городу Нью-Йорку на $1 миллион. Вообще, городские власти Нью-Йорка несколько раз обращались к Хетти за кредитами, чтобы удержать город на плаву. Она давала Нью-Йорку взаймы огромные суммы, но при этом сама предпочитала жить в Нью-Джерси, считая, что цены на недвижимость и налоги на Манхэттене ей не по карману. Позолоченный век был эпохой, известной своими излишествами, и Хетти Грин была среди немногих богачей, которые предпочитали не участвовать в этом безумии. Ее не интересовало демонстративное потребление. Журналисты обожали смеяться над ее скупостью, говоря, что она из экономии никогда не включала отопление и не пользовалась горячей водой, что якобы она постоянно носит одно единственное черное платье, пока оно полностью не износится. Говорили, что она велела своей прачке стирать только подол юбок, чтобы сэкономить на мыле. За ее спиной шушукались, что она ест только овсянку, яйца и лук, причем не разогретые, чтобы не тратиться на уголь. В это время Хетти Грин могла проехать 1000 миль в одиночку, в эпоху, когда немногие женщины осмеливались путешествовать без сопровождения, чтобы получить долг в несколько сотен $.
Она не стеснялась сама ходить за продуктами в магазин и торговалась там яростно и профессионально, что еще больше роняло ее репутацию в кругах людей, равных ей по размеру состояния, но не по принципу. Как-то раз она притащила 200 тысяч долларов в свой банк пешком через пол Манхэттена. Банкир, принимавший вклад, укорил ее за то, что она не взяла экипаж, просто из соображений безопасности. «Может, у вас есть деньги на экипажи?» – буркнула Хэти. «У меня лишних денег нет». В этот момент ее состояние уже исчислялось сотнями миллионов. Однако самый жесткий слух о ней был, что она якобы отказалась вызвать врача, когда ее сын упал с дерева и сильно повредил ногу. У Неда началась гангрена, которая в конечном итоге привела к ампутации. Но это были сплетни. На самом деле Хэти потратила большие средства и усилия на лечение своего сына. К сожалению, ни дорогие врачи-специалисты, ни заботливый уход не дали эффекта, и ногу пришлось отнять. Что, кстати, совершенно не сказалось на его дальнейшей жизни. Нед Грин вырос веселым бонвиваном и не только бодро скакал на деревянной ноге, но и собрал целую коллекцию шикарных автомобилей, адаптированных под его протез. А Хэти жила, продолжая не обращать внимания на свой внешний вид, и вечно ходила в простых черных платьях. Злопыхатели дали ей прозвище «Ведьма с Уолл-стрит». Когда один репортер спросил ее, почему она не наслаждается своим состоянием, она ответила: «Молодой человек, я квакер и стараюсь соответствовать принципам моей веры. Вот почему я одеваюсь просто и живу скромно. Никакая другая жизнь мне не по душе». Рисковые дельцы, создающие и проматывавшие состояние и периодически приводившие страну из одного финансового кризиса в другой, смеялись над ней, никогда не участвовавшие в этой опасной игре и всегда имевшие деньги в наличии, чтобы потом помогать всем выбираться из очередной ямы. Разумеется, не даром, а под небольшой процент. «По всей видимости, — говорила она, — моя жизнь написана за меня на Уолл-стрит, людьми, которые, как я полагаю, не хотят знать ни на йоту настоящую Хэти Грин. Я честна, поэтому они зовут меня бессердечной. Я иду своим путем, не беру партнеров, не рискую ничьим состоянием, поэтому я, с их точки зрения, мадам Измаил, враг всех людей». Ведьма с Уолл-стрит была тайным филантропом, никогда не распространявшейся о своей благотворительности перед прессой. Она жертвовала деньги на школы и больницы, как положено христианке, так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Когда ее должники оказывались в бедственном положении и не могли платить в срок, она входила в их положение и снижала проценты. Близкие друзья описывали ее как доброго, благочестивого и заботливого человека. Ее любимым стихотворением была «Моя симфония» Уильяма Генри Ченнинга. Жить, довольствуясь малыми средствами, искать элегантность, а не роскошь, и интеллигентность, а не моду, быть достойным, а не респектабельным, и богатым духом, а не вещами, слушать звезды и птиц, младенцев и мудрецов с открытым сердцем, усердно учиться, думать спокойно, действовать откровенно, говорить мягко, ждать случая, никогда не торопиться, словом, позволять духовному, непроизвольному и бессознательному прорасти сквозь обыденное. Это моя симфония. Накопление денег для Хэти было чем-то на вроде искусства, ее способом самовыражения. Она действовала прямо и просто, никогда не прибегая к подлым методам, которыми не брезговали тогдашние дельцы, и не нарушала законы. Всегда была честна, не рисковала ничьими деньгами, кроме своих, и если она и считала себя умнее других, то вполне, как я считаю, заслуженно. Деньги не были для нее оружием подчинения других людей. Они создали ее независимость в годы, когда у женщин было не так уж много прав. Дочь Хэти, Сильвия, жила с матерью до 30 лет. Хэти отшивала всех ее женихов, подозревая, что они гонятся за ее состоянием. В конце концов, Сильвия вышла замуж за Мэтью Астера Уилкса, наследника состояния Астеров, который принес в брак собственные $2 миллиона. Этого было достаточно, чтобы заверить Хэти в его честных намерениях и искренних чувствах к ее дочери. Тем не менее,
Она, как раньше ее отец, заставила жениха подписать брачный договор, по которому он не мог ни распоряжаться, ни наследовать состояние Сильвии. Сильвия умрет бездетной. 200 миллионов долларов по ее завещанию отойдут колледжам, церквям, больницам и другим благотворительным организациям. Хетти Грин умерла в возрасте 81 года, 3 июля 1916 года. По сплетням и по статье в старой книге рекордов Гиннесса, она умерла от апоплексического удара после спора с горничной о достоинствах обезжиренного молока. На деле она перенесла серию инсультов, которые в ее возрасте не требовали дополнительного анекдотического объяснения. Ее капитал на момент смерти приблизительно оценивается в несколько миллиардов в пересчете на доллары 2024 года, что делало ее, вероятно, самой богатой женщиной в мире на тот момент. Через 2 дня после ее кончины The New York Times отдала дань уважения Хетти в некрологе, гласившем: «Миссис Грин была женщиной, которая сделала свою карьеру предметом бесконечного любопытства, комментариев и изумления людей. Ее привычки были наследием ее предков из Новой Англии, у которых были веские причины знать цену деньгам. Хоть ей приписывали жестокость, но нет свидетельств, что она хоть раз кому-то навредила, и никто не жаловался на ее беспощадность. То, что таких, как Анна Балла, не является поводом для сожаления. Жаль только, что так много менее достойных». И это была история о самой непонятой женщине из мира бизнеса. Вспоминайте Хетти Грин каждый раз, когда вы слышите злые сплетни о людях, не похожих на других и не идущих в ногу с модой. Эксцентричность еще не означает моральной ущербности. И никогда не забывайте, что лучшая свобода – это свобода экономическая. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч! Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1 уровне подписки. А на 2 уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!